Привет, мои дорогие! Здесь можно получить расклад на предстоящую неделю, по каждому дню недели. Я вас приглашаю на расклад, и я зажигаю этот свет для того, чтобы ваша жизнь наполнилась светом, радостью, счастьем и благополучием. И прошу эту свечу очистить вас от любого негатива, от всего, что вам мешает, и дать вам счастье. Сейчас, в это время, когда вы нашли, я буду смотреть на картах Ленорман, на вот этих, а также на картах Таро, на каждый день недели. Мы посмотрим, что вас ожидает и какой совет дадут карты на каждый день. Приглашаю вас устроиться поудобнее, чтобы с пользой для себя провести время. Я буду брать по одной карте из Ленорман и из Таро. Вы, конечно, можете выбрать себе Ленорман или Таро, но я советую просматривать обе карты, потому что они покажут вам суть дня, что день готовит. И таким образом вы очень здорово можете приготовиться. Первый раз можно смотреть для расслабления, для удовольствия и для того, чтобы мозг отдохнул. А второй раз можно с аджендой смотреть, то есть с календарем, и записывать туда главные параметры, что советуют высшие силы. Ну что ж, давайте будем начинать, друзья. Открываю эту волшебную коробочку. И мы возьмем одну карту из Таро и одну карту из Ленорман. Вот эта карта пойдет из Ленорман. И теперь из Таро. И из Таро одна карта. Это будет ваш расклад на понедельник. Что готовит понедельник? Что хорошего по судьбе и к чему вас подведут высшие силы? Давайте смотреть первую карту Ленорман. Это карта Гора. Вот такая она. И гора имеет много значений, как и многие другие карты. Я вам ее вот так поставлю, чтобы было видно. Что-то не совсем видно. Ну, теперь хорошо видно, да? И пару слов скажу об этой карте. Карта Гора может для вас означать, например, такую ситуацию, когда у вас были какие-то трудности, и вы с ними справились. Когда было такое состояние у вас, как будто много работы или тяжесть каких-то бытовых ситуаций, но вы справились. Это высокий уровень стремления вверх, да? Потому что, знаете, когда мы идем вверх, это напряжение, но когда мы на вершине, мы довольны результатом, потому что мы достигли чего-то. Гора представляет достижение. День вам принесет много достижений. У вас все получится прекрасно, хорошо, вы будете счастливы. А также это защита, крепость высших сил, крепость вашего сознания, крепость вашего здоровья, это выздоровление. Это высокие устремления. Не бойтесь ставить планку очень высоко, что касается здоровья или работы, или каких-то бытовых аспектов, или любовных. Ставьте планку высоко и планомерно идите к цели. Здесь главное не стараться все сделать в один день, быстро, а как бы один шаг за шагом. Да? Это такой крутой, может быть, подъем, но он даст великолепный результат. Иногда мы не готовы к крутому подъему, и у нас есть варианты, мы можем гору обойти справа, слева и так далее. То есть у вас есть выход. Главное, выработайте свою стратегию. И если у вас были какие-то непростые жизненные обстоятельства, которые может показать карта Гора, или же какие-то амбиции, проекты амбициозные, да, вы с ними справитесь, вы сможете побороть какие-то обстоятельства, потому что на вашей стороне высшие силы. Гора часто представляет высшие силы, которые на вашей стороне. Высшие силы, хранители рода, знают ваши высокие цели, и они вам помогут преодолеть любые сложности на вашем пути. Гора иногда представляет собой препятствие, то есть людей или обстоятельства. Если люди являются препятствием на вашем пути, но они хотят вам помешать, потому что верят в ваш успех, да, как завистники. Не бойтесь таких людей. Как только вы их испугались, они имеют над вами власть. Так что не бойтесь никого. Эта карта говорит о том, что лучше вам идти своей дорогой и никого не бояться, чем делать то, чего от вас хотят другие люди, да, то есть рассматривать других людей или обстоятельства как препятствия.
И вот эта карта говорит, что вы преодолеете любое препятствие, любые сложности. И все ваши решения будут серьезные, обдуманные и дадут великолепный результат. То есть карта может означать либо победу, потому что свершение, да, гора – это стремление, победа, либо же препятствие, которое вы сможете преодолеть. И вам необходимо, если ситуация у вас трудная, необходимо посмотреть здраво, то есть трезво, да, оценить свои силы и смотреть, как высоко вы хотите подняться. Оцените свои силы и делайте все, что можете, и вы получите важный жизненный опыт. Замечательная карта. Посмотрим вторую карту. Она о том же, она буквально о том же, потому что эта карта десятка жезлов. И буквально та же энергетика, что и карта гора. Потому что здесь вот эти 10 жезлов как будто гора. Гора работы, но смотрите, вы приходите к своему замку, к своей цели, к своему дому или квартире, или это бытовые достижения, купля, продажа чего-то серьезного, причем по хорошей цене. Или же это стремление в профессии, видите, какая золотая дорога. Да, может быть трудный путь, вам пришлось много всего изучить, но это будет результат. Вы идете к цели, пусть эта ноша и... Знаете, вы нагрузили себя, но своя ноша не тяжелая, как говорят, да, потому что все будет прекрасно, и вы придете к великолепному результату. Я люблю десятку жезлов. Многие люди видят на ней только тяжесть, а я скажу, что это не так. Это то, что вы себя нагрузили, это то, что вы хотите результаты, это правильно, это, как бы admirable, да, это заслуживает уважения, то, что вы себя нагрузили. Но здесь такая проблема. Это хорошо, что у вас такие высокие цели, только не пробуйте сделать все за один день, а распределяйте свои силы, распределяйте свои ресурсы и наслаждайтесь путем, потому что жизнь – это путь, это не результат. У вас 100% будет великолепный результат, видите замок впереди, это вам гарантирует карта, но пока вы идете к этому результату, наслаждайтесь путем. И знаете, когда вы осиливаете вот один шаг за другим, эти 10 шагов, они не такие сложные кажутся. Но прыгнуть, например, на 10 шагов вперед, это сложно, это только какой-то прыгун может, да. А ведь простой человек может с таким же успехом пройти просто эту дистанцию в 10 шагов, и еще и удовольствие получит, и рассмотрит, что вокруг, и будет самоосознание, удовольствие самоосознания своего тела, своего ума, своей элегантности, своей красоты. Вот это все, что я вам предлагаю, не прыгнуть сразу вот на 10 шагов, потому что это спортсмены, у них свои заморочки. А просто пройти с удовольствием эти 10 шагов, и тогда эта своя ноша покажется не тяжелая. Здесь может быть ноша отношения, которые только формируются и где есть сложности. Но помаленьку вы осилите все, вы приспособитесь, притретесь друг к другу. Или может быть это дети, подростки, они повзрослеют и поймут. Или же это ваша работа, которая сейчас сложности вам дает, коллектив тяжелый. Шаг за шагом все равно вы идете к цели, и ваше дело правое, и победа будет за вами. Вот такой замечательный расклад, мои уважаемые, да, на этот день. Так что я уверена, что у вас будет прекрасный результат. И победа точно будет за вами. Карты не посоветуют плохого. Они всегда в моих руках советуют хорошее. А вы знаете, что будущее многовариантно, правда? И будущее – это поле возможностей, поле вероятностей. Так что у вас все будет хорошо, замечательно. Я в этом больше чем уверена. Сейчас я раскладывать карты буду на вторник. И мы посмотрим, что вас ожидает во вторник. Это очень важный расклад, потому что он показывает вам путь, как преодолеть сложности. И карты заговоренные, и эта свеча заговоренная. И если во время расклада вы захотите рассказать вашим силам о том, что вас волнует, здесь есть свеча, которая вам поможет в этом. Итак. Здесь у нас карта женщины. Это очень важная карта, потому что она показывает, что вы, как госпожа своей жизни, руководите своей жизнью. И у вас все получается так, как нужно, и вы добиваетесь успеха, результата. Это очень классная карта, активная. Я сейчас расскажу, но вначале возьму еще Таро. Карта Солнца. Это просто чудесно, замечательная карта Солнца. Давайте пару слов, я вам расскажу об этих картах, чтобы помочь вам прийти к успеху. Прежде всего, давайте поговорим о карте женщина. Номер 29. 2 – это Луна, это свет Луны, женский свет.
внутренний свет. И смотрите, туз пик говорит, да, вы прошли преграды, вы прошли трудности, вы прошли какой-то нелегкий путь. И сейчас, может, вы грустите, может быть, даже вы плачете. Не плачьте, не грустите. Знаете почему? Потому что вы сейчас не одни. С вами сейчас взаимодействуют ангелы и хранители вашего рода, и духи, и сам Творец. Поэтому вы не должны грустить. Номер 2 – это помощник, да? Вы не одни. А номер 9 – это число, которое соответствует планете Марс. Марс отвечает за персональную энергию человека, за персональное творческое решение проблем. Марс отвечает за движущую силу человека. Да? И 29 имеет коннотацию женскую, 2 и 9 Марса. Так что у вас вот эта внутренняя марсианская сила, она хоть и женская, но она очень сильная, она сильнее, чем мужская, потому что она гибкая. Мужская сила, она немножко такая брутальная, то есть может разломиться, может поломаться. А женская гибкая, поэтому даже если вы мужчина, у вас в любом случае есть женская сущность, тоже мужчина и женщина присутствуют в каждом человеке. Но я хочу сказать, что здесь вот такая очень сильная гармония. Внешне вы женщина, потому что первый номер 2, а внутренне вы мужчина, номер 9. То есть то и другое вам помогает энергетика для достижения целей. И пусть вы прошли сложный путь, да, туз пик – это сложный путь. Но сейчас в вашей руке вот эта чаша – это чаша вашей счастливой жизни. Вы добьетесь всего, чего вы хотите для себя. Вообще не сомневайтесь. Будьте только вот сильнее и храброй будьте, смелой, да? Смелой, чтобы показать миру, кто вы, зачем вы пришли в этот мир, как вы хотите взаимодействовать с внешним миром. Мы часто забываем об этом. И когда мы себя показываем внешнему миру, мы забываем, что главное с внешним миром взаимодействовать, ему что-то предложить этому миру, да, и тогда мир ответит. Вот здесь вот это взаимодействие вам нужно. С одной стороны у вас дуб, видите, это мужская сила, с другой стороны ива, это женская сила, это гибкость. Дуб нужен, потому что дуб дает сильное здоровье, и карта это сильного иммунитета и здоровья. А ива это гибкость. Гибкость нужна вообще в жизни, без гибкости никак. Так что обе эти силы природы, вот силы деревьев вам помогают восстановить здоровье, восстановить финансы, восстановить энергетические потоки, быть счастливой. Так что это карта счастья, просто счастье и все, личного счастья. У вас будет все просто замечательно. Энергичный день, наполнен смыслом. Вторая карта, не устаю о ней говорить, это карта Солнца. И в Ленорман есть тоже Солнце, да, и Таро. Карта Солнца очень мощная, потому что она говорит о том, что высшие силы теперь знают, что вам нужно помочь и дают вам витальность. Солнце – это символ витальности в нашей жизни. Это символ радости, а также нового начала. Есть такая детская игрушка, то есть новое начало, да, как мы каждый день рожденные вновь. Для того, чтобы наполнить свой день радостью. Здесь подсолнух – это символ гороскопа вашего, который вам помогает, вас ведет по жизни. И как подсолнух поворачивается по солнцу, чтобы всегда видеть солнце, так и вы должны всегда стремиться из своего пути не сходить. Вот ваш солнечный путь – это путь вашего гороскопа. Не сходить с вашего пути и знать, что вы добьетесь 100% успеха. Успех ваш будет как в делах, потому что Солнце, он говорит о делах. Также успех будет у вас вообще в личной жизни. Солнце – это карта мужская, она дает успех в личной жизни. 10, 1 и 10, видите? Чем мне нравятся римские, что здесь 10 – это перекрещенные 2 единицы, то есть 10 – это действительно 1 опять. Нумерологию лучше всего познавать по римским цифрам. Да? Здесь смотрите, 1, 2, 3, 4, 5. В 5 раз больше сил у вас как единоличный человек. Это может быть в делах, вы должны сами вот за себя быть, партнеры здесь не приветствуются. В личной жизни тоже, в принципе, счастье, оно же как динамо-машина изнутри. Другой человек не может нас сделать счастливой, но мы можем рядом с ним быть счастливой и с ним просто веселее по жизни идти. Это очень благоприятная карта. Она вам обещает радость, счастье, успех в делах, успех в личной жизни, благоприятная карта. А также, если вот, например, какие-то у вас есть сейчас проблемы, она смягчает их, она решает ваши проблемы. Вот здесь Солнце наполняет вашу жизнь.
и помогает вам бороться с любыми страхами, вдохновляет вас. Здесь самореализация, высокая самооценка у вас должна быть. Смотрите, женщина и солнце – это очень высокая самооценка, которая у вас должна быть по этой карте, да. И эта высокая самооценка принесет вам, конечно же, много-много успеха. Потому что когда мы верим в свои силы, мы успешны. А также Солнце способствует витальности, выздоровлению, умиротворению, хорошего настроения и вот всего такого, да. Уверенности в завтрашнем дне, просто уверенности. Также стабильность и спокойствие. Осмысление всего, что вы делаете. Это просто замечательно. Я очень рада это все видеть, потому что день обещает быть замечательный. И я в этом больше, чем уверена. Сейчас я карту убираю и благодарю за то, что вам помогли. Вот такие дела, девочки и мальчики, на этот день. Сейчас я перейду к среде, и мы посмотрим, что вас ожидает в среду. Опять же, будет одна карта на Таро и на Ленорман. Я беру одну карту из Таро. Вот эту. И одну карту из Ленорман. Вы задайте свой вопрос. Карты, они отвечают на миллиарды вопросов, и они очень многофункциональные. Карта Ленорман показала уже себя, и это карта Сад. Через минуту я буду разбирать Таро. Вначале немножко поговорим о карте Сад. Сейчас я ее определю здесь, чтобы она у нас была видна всем, да? Карта Сад открыта вам, и вы видите, что это общество. То общество, в котором вы есть, в котором вы вращаетесь. Карта номер 20 – это номер Луны. Это в 10 раз сильнее, чем Луна, и это новая Луна по двойке. То есть новая Луна, она советует вам что-то начинать новое, и у вас обязательно получится. Результат будет не за горами, и вы будете довольны результатом. Сад – это те люди, которые вокруг вас. Это ваша семья, это люди ближе всего, поэтому с ними сложнее всего договариваться. Это соседи, с которыми тоже, в принципе, вы близко, с ними тоже нелегко. Это в городе все люди, которые вас окружают, во всем мире и на работе. Эти немножко дальше от вас. Хотя на работе люди тоже близко, мы зачастую с ними просто сидим очень рядом большее время своего дня и самое лучшее время дня, поэтому там тоже нужно уметь складывать отношения. Эта карта может говорить как положительно, так и может давать предупреждение. Так называемая отрицательная трактовка – это просто предупреждение. Ну вот, тихий сад, да, поэтому здесь намек на то, что отношения с другими людьми должны быть тихие, без напряжения, без эмоций, без надрыва, без того, чтобы их убедить в чем-то, потому что другого человека по законам Вселенной ни в чем никогда нельзя убедить. Нельзя ему доказать, что вы правы, нельзя ей или ему доказать, что нужно делать, потому что у каждого человека свой план жизни, у каждого человека свой космос. А с другими людьми нужно взаимодействовать в тех сферах и аспектах, в которых можно и в которых не получается, просто не затрагивать эти аспекты. Двух одинаковых людей нет в саду, то есть в обществе, да, я так говорю иносказательно, чтобы вы поняли. Потому что только когда иносказательно понимает подсознание. В саду, однако, много деревьев и цветов обычно. Это нам намек. Деревья представляют собой силу каждого человека. Сила каждого человека, она разная, как и разные деревья. Нет двух одинаковых деревьев. Потому что все деревья вообще на всей Земле, они все разные. Они по-разному взаимодействуют с Солнцем. И зависит от того, где они растут. То есть относительно окружающей среде. А мы, люди, нет. Мы часто не понимаем, что с окружающей средой нужно взаимодействовать, нужно ее изучать, тонко понимать и с ней взаимодействовать относительно не только тому, вот как мы это видим. Как мы это видим, это внутреннее наше состояние. А какая окружающая среда? К ней нужно приспособиться. Да? Вот как есть такая песня Макаревича. Понимаете, ну, там не нужно прогибаться под мир, и мир не должен прогибаться под вас, а мир нужно изучать и с ним взаимодействовать, тонко его понимать. И как раз об этом карта. А цветы в саду символизируют то, что каждый цветок расцветает в меру своей красоты и возможностей. Никто не запрещает другим людям расцветать, но есть такие люди злые, ненормальные, которые вам указывают на ваши недостатки, то есть не дают вам расцветать в вашей красоте. И здесь эта карта говорит, вообще не слушайте таких людей, позволяйте другим расцветать и расцветайте сами, и у вас все будет просто замечательно. Это могут быть новые знакомства,
для любви или для деловых отношений. Это могут быть очень полезные вам связи или не полезные. Если вы увидите, что в саду, то есть в обществе, есть вам неполезные люди, с ними нельзя вплотную связываться, потому что там может быть конфликт. Это может быть приятное времяпровождение, что скорее всего, и избежать неприятного взаимодействия. То есть карта очень-очень многозначная, и она здорово может вам помочь взаимодействовать с внешним миром. А только тогда человек успешный во всех сферах, если он умеет взаимодействовать с внешним миром. Эта карта показывает вашу социальную жизнь, ваш социальный успех. Вы будете популярны в обществе, вы будете социально приняты. И да, может, нужно иногда и погрузиться в себя, и отдохнуть, но когда вы выходите, так сказать, на люди, у вас не будет недостатка в новых впечатлениях, потому что там разные люди, там интересно. И когда вы engage, то есть когда вы взаимодействуете с другими людьми, тогда вам интересно жить. Вот так эта карта. Я надеюсь, некоторые мои слова пошли на пользу вам, да. То есть то, что гармонирует, берите себе, а то, что нет, можно, конечно, отбросить за ненадобностью. Так работает любой расклад. Здесь вы видите тройку меча. На первый взгляд карта сложная, но все сложные карты, они очень здорово могут помочь, потому что они как горькая пилюля, которая исцеляет, которая лечит, оздоровляет и организм духовный, и организм эмоционально-ментальный и физический. На этой карте написано, что вы действительно прошли через слезы. Видите, вот здесь слезы. Эти котики – это очень мощный инструмент, потому что сюда можно как бы войти в этого кота и почувствовать себя внутри. Это называется двойник, это очень полезно для того, чтобы исцелиться. Да? Такие нейтральные фигуры котики, очень здорово. Это целительный инструмент, вот эти коты. И я здесь вижу разбитое сердце. Если кто-то вам вот в обществе, в саду разбил сердце, вы просто больше не взаимодействуйте с этим человеком, не грустите больше. Это могут быть люди, которые на вас негативно влияли, которые навязали вам какую-то информацию, которые за вашей спиной что-то скрыли. Вам не было видно всего, скрыли от вас многое, вас использовали для того, чтобы себе там помочь. Да? Но это не очень здоровые люди, они вам не нужны совершенно, потому что нормальный человек не будет другому вредить. Зачем вам дело иметь с ненормальными? Да? Тройка меча – это когда действительно сердцу было больно, и вы боитесь взаимодействовать с миром, потому что карты мы читаем вместе, потому что вам уже было больно от других людей. Не бойтесь, просто вы теперь знаете, вы извлекли какую-то пользу из того, что было в прошлом, вы теперь знаете, как выглядят, как чувствуются, как себя показывают люди для вас не полезные, и вы сможете избегать их влияния. То есть эта карта лечит, она напоминает вам, когда вы идете в общество, да, там вращаетесь, взаимодействуете с разными людьми, вы понимаете, какие люди вам полезны, какие нет, и неполезные люди вам не нужны, вы просто с ними не взаимодействуйте, не нужно их избегать или бояться, просто знать, окей, я знаю, чего от такого типа человека ожидать, и я просто с ним не буду взаимодействовать. Это карта предупреждающая. Если такая ситуация у вас будет в этот день, вы запросто сможете из нее выйти, потому что карта вам напоминает, она вас отведет от беды, отведет вас от негативного влияния, избавит вас от врагов. Вот такая классная карта, она это и делает. Ну вот, друзья мои, это на этот день. Я сейчас карты отправлю назад в коробочку. Вот так. Здесь, друзья мои, мы посмотрим на четверг, что вам ожидать от четверга, какие приятные события на пороге и что дадут карты, какой совет, к чему вас подводят высшие силы, друзья. Первая карта будет из колоды Таро. Посмотрим, что насущный день готовит вам по Таро. Это карта. А вторая карта будет из колоды Ленорман. Что скажет Ленорман? Что добавит? Какие советы даст? Как поможет, да? Давайте начнем с Ленорман. Откроем карту. Это карта Сад. Это карта Сад. Как вы заметили, друзья, карта Сад повторилась. А раз это повторилась карта, это самая главная карта на всю неделю. Это место силы. И все, что я сказала про карту Сад в предыдущем видео, будет очень важно. И здесь я, конечно, добавлю, то есть не в предыдущем видео, а в предыдущем сегменте, когда мы говорили о среде.
На четверг я добавлю информацию, и хочу сказать, что именно карта Сад, она является основной на эту неделю. Она говорит, что будет взаимодействие с миром, будет и очень даже полезно и положительно для вас. Ну вот, карта Сад очень важная здесь, потому что она вам дает рекомендации на то, как вам общаться, как вам дружить с миром, как вам себя предлагать миру. Мы всегда себя миру предлагаем. И есть такое выражение, что мы, в принципе, всегда себя продаем, да? В каком смысле? Ну, нужно не буквально понимать, конечно, это все, а понимать, ну, как в общем-то, правильно. То есть, что такое продать? Это предложить миру то, что у вас есть, да? И давайте сейчас поразмышляем на тему, что у вас может быть такого, что миру может пригодиться. Только тогда с вами мир будет взаимодействовать, когда у вас будет что, миру можно будет использовать. Да, это так есть, хоть и это кажется нам таким немножко жестоким законом, но такой он не жестокий закон, это натуральный закон. И если мы уберем слово «жестокий» и используем слово «натуральный закон», мы себе поможем. Такие люди, кто так делали, они оказались и богатыми, и успешными. Они не видели мир как жесткий, который только берет. Они видели мир как возможность взаимодействовать, предложить то, что у вас есть, и по сходной цене, так называемая. Но я метафорически, загадочно говорю, вы поймете сами, каждый поймет по себе. Поэтому такие расклады, они бесценны, каждый понимает по себе. Итак, что вы можете миру предложить в профессиональном понимании? Какая у вас профессия? Как вы состоялись в профессии? Здесь по карте Сад всегда можно улучшить свои профессиональные навыки, чтобы больше миру предложить. Что вы можете предложить миру в смысле других дел? Например, как друзья. Что вы можете друзьям предложить? Какие ваши качества им будут полезны, приятны? Потому что друзья, в принципе, для приятности нам нужны, а не для того, чтобы спасать друг друга, да? Ну, друзья иногда спасают, помогают, но если только на этом строить дружбу, дружба напрягает, и она какая-то такая... Ну, нельзя жить в модуле «спасатель всю жизнь», потому что это истощает человека, и человек изнашивается заранее. Так что я вам предлагаю подумать, если хочется, что вы можете миру предложить. Ну а потом, когда вы выходите в сад, вы выходите в общий мир, вы берете у мира то, что мир вам может предложить. А мир может предложить многое. Все зависит от того, что вы видите. Да? Мир имеет возможности неограниченные, а также и препятствия неограниченные. Вы можете увидеть мир только препятствия или только возможности. Все зависит от вас. Как я уже рассказывала легенду, как две женщины пошли за грибами. Одна боялась медведя, и ее медведь задрал. А другая ничего не боялась, она искала грибы и нашла полную корзинку грибов. Но это другой у меня рассказ, если я довольно подробно об этом говорю. Но если вы давно со мной, вы помните. Вот. А если нет, ну вот здесь такой намек на эту легенду, что в мире есть все, что вам нужно. Вам нужно только захотеть это взять. Но мы не можем просто брать, мы должны что-то предложить взамен. И предложить то, что мы делаем в кайф, то, что у нас есть. Есть у нас любовь, мы предлагаем любовь. А если нет, ее можно культивировать, конечно. Есть какие-то профессиональные навыки, их можно предложить миру. Это общественная жизнь, удачная общественная жизнь, удачное взаимодействие с миром, выход в свет. И вы видите, что я говорю много слова «взаимодействовать», и здесь двойка, 2 – это на самом деле номер взаимодействия, а также 2 представляет собой Луну, это новолуние. В новолуние, когда новый закон общества, когда новое взаимодействие с обществом возможно для вас. И это приведет вас к новым социальным связям и приведет вас к успеху. Здесь можно встретить любовь, встретить больше для карьеры, для прекрасных заказов, для жизни и так далее. Немножко карта, чтобы было видно, так лучше, да, будет. В общем, хочу сказать, что это в 10 раз больше, чем 2, потому что это 20. И карта вам советует новые связи начинать. Для дружбы, для любви, для каких-то приятных моментов в жизни, для друзей. То есть новый способ взаимодействия с миром, кстати, или с семьей. Потому что в семье самое сложное взаимодействие. Там напряжение больше всего. Если мы как бы доказываем, что друг другу нельзя доказать ничего. И это новый способ взаимодействия с семьей, который приведет вас, безусловно, к успеху. И семья будет крепче, и спокойнее будет в ней обстановка. Это гарантированно по этой карте.
Теперь посмотрим вторую карту. Это карта Таро, и я только в прямые в этих рамках смотрю. Здесь, смотрите, какая карта. Это туз чаш. Это одна из самых лучших. Потому что туз чаш часто говорит о том, когда вам дается шанс вот в обществе встретить новую любовь, да? Потому что если сад с тузом чаш считается вместе, это в обществе встретить новую любовь, встретить новые какие-то радости, это начало взаимоотношений. А также вы видите голубь на карте, да, вот здесь голубь, сейчас покажу вам, вы, наверное, видите сами, вот голубь. Голубь символизирует покой, любовь, взаимопонимание и мир. Если вы ссорились, были качели в отношениях у вас с любимым человеком, или были качели в отношениях с домашними или с другими людьми, здесь вы добьетесь взаимопонимания и любви. У вас будет все просто замечательно. Это новое начало в отношениях. По этой карте можно встретить новую любовь, по этой карте можно встретить новый бизнес, новых заказчиков. В общем, новая счастливая жизнь. И это радостная жизнь. Абсолютно, когда вы купаетесь, видите, здесь как этот котик, он купается в этой чаше любви. Вот вы купаетесь в этих радостях, в этих удовольствиях, в этих новых связях. Эти связи – это в хорошем понимании слова, когда у нас новые связи образуются, кстати, в мозгу, новые нейронные связи образуются, когда здоровый мозг, человек счастливее, конечно. Да, это образование новых нейроновых связей тоже. Ведь мозг работает по модели в обществе, как в обществе. Или же, знаете, вообще все в природе такое умное. Смотрите, муравьи, например, в муравейнике в среднем 80 миллионов муравьев. И они все взаимодействуют с одной целью – строить муравейник. Вот понимаете, как высокоорганизован муравейник? Нам, людям, еще и у муравьев поучиться надо. И то же самое, что я сказала о муравейнике, подходит тоже для нейроновых связей в мозгу. В мозгу миллионы, миллиарды связи образуются нейроновые. И главное, чтобы это были здоровые связи. То есть на удовольствие, на радость, на спокойствие, на правильное такое, знаете, зрелое видение мира, когда мы видим реальность такой, как она есть, и с ней взаимодействуем относительно тому, какая реальность. Здесь все очень просто, да? И у вас обязательно будет счастье. По этой карте я не сомневаюсь в этом. Какой шикарный расклад вышел, да? Это просто замечательнейший расклад. Вот это, девочки мои, на четверке, мальчики любимые, замечательный расклад. Давайте сейчас будем с вами, дорогие мои, смотреть на пятницу. Мы посмотрим, что в пятницу готовят вам высшие силы, чего ожидать. И я возьму по одной карте, как обычно, и мы сделаем с вами выводы, что вам готовит один день. Сейчас начнем раскладывать. И, смотрите. Ну вот, хотела взять одну карту, но себя показали две, я и возьму две. Почему нет? Конечно, можно. Все, что делается на столе у предсказателя, все правильно, кстати. Вот, друзья мои, повешенный и туз жезлов. Туз жезлов, конечно, говорит о новом начале чего-то, о новой энергии. Ваша энергия будет пополняться. Если вы потеряли энергию, сейчас сидите обесточенные, да, вы энергию свою восстановите. Я вам скажу, как гомеопат, первое, что нужно сделать для восстановления энергии, люди обычно не хотят это делать, это и легко, и трудно. Это можно получить без денег, но на это нужна сила воли. А это поменять свой стиль жизни, образ дня, поменять свой режим дня, распорядок, свою диету, питание и так далее. Да? И, извините, еще добавлю, не только диету, питание и распорядок дня, но тоже образ мыслей. Что значит образ мыслей? Мысли нельзя контролировать, нельзя их менять. Есть такое понятие transcendental meditation, где люди пытаются контролировать мысли. И я вам скажу, что это бесполезный труд. Я лично придерживаюсь лучше meditation, такой mindfulness, когда мы видим, что мысли текут и просто не цепляемся к ним. Мысли вообще нельзя контролировать. Без мысли человек не может, не может никак. И у меня даже есть видео, где я вам показываю на примере из научного исследования, что без мысли человек не может. К мыслям просто не нужно цепляться, привязываться и верить всем мыслям. Поэтому здесь вот по тузу жезлов вы восстановите силы, потому что вы восстановите свой гомеостаз, то есть правильный образ жизни. Да? Это все, и к вам силы придут. И вы сразу получите защиту от негатива.
Первый способ защиты от негатива – это восстановить гомеостаз. Поменьше сладостей, поменьше алкоголя, побольше движения. Не привязываться к негативным мыслям, потому что негативные мысли – это подселенцы. Вы знаете, эта карта возвращает энергию, потому что она заговоренная мной на то, чтобы от любого негатива вас избавить. Если это негатив, например, кармический, то есть родовой, или это негатив, который пришел от других людей, недоброжелателей, или негатив от ситуации какой-то, третьи лица или еще что-то. Негатив от неправильной информации, потому что вас хотят использовать, запугать, где-то вам внушить какие-то навязанные мысли крутки. Этот весь негатив можно убрать по этой карте. У вас новая энергия будет. Это кто-то хочет с вами взаимодействовать, потому что жезл – это очень активная энергия взаимодействия для бизнеса или для любви. В общем, вы увидите, что день вам принесет новое взаимодействие, новых людей, новые идеи о том, как лучше жить. И новые какие-то радости, ощущение, что восстанавливаются силы. По этой карте люди выздоравливают, получают сильный иммунитет, сейчас это очень актуально, и просто вы восстанавливаетесь, у вас новая жизнь, ваш организм по этой карте омолаживается. И еще повешенный рядом, старший аркан сам за себя говорит, да, старший аркан повешенный говорит, что вам нужно знать, нигде нельзя торопиться. Раньше обдумай, потом делай. Не зря же повешенный или подвешенный, я люблю сказать так, перефразировать, он висит вниз головой. Потому что пока голова обдумывает, тело ничего не делает, просто ждет. Когда голова все обдумает, тогда человек становится на ноги и начинает действовать. Здесь очень все просто. Каждую мысль нужно раньше обдумать, а потом действовать. А у нас так бывает, что на 100 мыслей идет, а дел нет, потому что мы понимаем, что мы не можем 100 дел сразу сделать, да? Поэтому не рекомендуется слушать одну мысль за другой и, в общем, прокрастинировать действия. Рекомендуется сразу, как только пришла мысль, ее получить и решить для себя, мысль мне подходит или не подходит, могу я ее реализовать или нет. Это самое главное. И когда вы в состоянии повешенного, вы думаете вот именно на эту тему, могу я реализовать этот план или нет. И когда вы решаете для себя, могу, то есть по моему понятию, и по понятию этих двух карт, делай, что можешь, и делай это с наибольшим удовольствием. Не делай, что хочешь, потому что мало что я сейчас хочу. Я сейчас вообще хочу, может быть, мороженое, которое мне не очень полезно, да, и так далее. Делай не то, что можешь, а то, что, не то, что хочешь, а то, что можешь. И делай это с наибольшей радостью. Итак, здесь вы мысль получили, спросили у себя, смогу я это или нет. Если смогу, сразу делайте, и будет успех. Вот это вот первый успех в этом делании. Потом опять отдыхают телом, мысли думают. Да? Когда тело делает что-то, мысли нет наперед. Вы engage, то есть вы полностью вовлечены в то, что вы делаете. И в этом заключается суть этого сочетания карт. Вообще карты, они такие советы дают, что не нужны никакие другие умные книги, да. Во-первых, каждый понимает в меру своего понимания. Эта карта делать один шаг за шагом и быть вовлеченным в то, что делаешь, то есть другими словами здесь и сейчас. А вторая карта говорит, что нужно просто раньше обдумать и решить, могу и не могу, а потом делать. Мы иногда бываем так, что-то делаем, две другие мысли идем, Юлий Цезарь, и, в общем, мозг сжигается от этого, не здорово для здоровья. В общем, такое мощное предсказание. Я, как вы знаете, могу карты считать весь день по одной, так что здесь могу еще сказать, но, наверное, хватит. И я сейчас буду брать для вас карту Ленорман. Посмотрим, что день готовит. Плетки – это много работы, но как раз об этом. Вот эта карта просто подтверждает то, что я уже сказала. Четко подтверждает и дает, вы знаете, просто дает с другой стороны посмотреть на то же самое дело. И сказать, да, много работы. Иногда много работы нас пугает, да? И мы думаем, как же я справлюсь, как я справлюсь. Но на самом деле это может быть... Просто делайте дела. Это может быть очищение организма, избавление от лишних шлаков. Это может быть уборка какая-то, какие-то дела по работе. Их можно делать в своем домашнем пространстве. Очень часто это хорошо. Также это может быть традиционно
карта защиты от негатива, потому что иногда метла показывает какие-то сложности, какое-то, может, даже негативное влияние, какие-то неурядицы. Иногда так бывает. Метла показывает на то, что кто-то хочет вам навязать какие-то мысли свои, да, хочет вам помешать. И иногда это даже бывает работа каких-то непорядочных людей, которые хотят действительно заставить вас думать так, как им выгодно. Так что не ведитесь на это. Это могут быть конфликты, которых вы можете избежать. Конфликты с собой. Вот по этим двум картам я вам рассказывала о конфликтах с собой, которые вы сможете избежать. Это может быть сложность, знаете, в том, что вы ругаете себя. Не ругайте себя никогда, никогда. И вы избежите ссору с собой. Самое главное – избежать ссору с собой. Когда мы ссоримся с собой, тогда есть вероятность поссориться с другими намного выше. Поэтому избегайте конфликта с собой, и тогда вы избежите конфликта с близкими и далекими. И какие-то противоречия все равно останутся между людьми. Не бывает людей, которые думают одинаково. Поэтому не нужно концентрироваться на противоречиях, а наоборот концентрироваться на том, что вас связывает с друг другом. Это также очищение от негатива, как я сказала уже, обновление. Обновление сил, обновление энергии. Вот энергия восполняется тоже по тузу жезлов. И это тоже избавление от ненужного хлама в доме, на кухне, в шкафах. Вот этот день хорошо провести, когда вы избавляетесь от ненужного вам хлама. И у вас, я знаю точно, что будет все хорошо. Мастер номер 11 – это 2 единицы. Это дважды солнце. Солнце – это вы лидер в своей жизни. Вы только можете не бояться негатива. Вам нужно перестать бояться жить, взаимодействовать с миром и не бояться. Первый принцип не бояться – это делать то, чего вы боитесь, как можно чаще. И тогда вы перестанете бояться. Это лидер, вы лидер своей жизни. Вы лидер своей жизни, но другие люди не могут быть лидерами вашей жизни, не позволяйте им. Вы дважды лидер. И у вас все будет просто замечательно, я вижу. Это деловая сфера, потому что это трифовая карта. Трифовая карта – это деловая сфера. Значит, у вас будет и в семье, и в делах все очень хорошо. Много работы, которая принесет прекрасные плоды. Такой день динамичный, когда много работы, и у вас есть результат. В общем, замечательно все. Я хочу сказать, что это очень важные были знания, и я их получаю как свет. Ко мне приходят знания как свет. Когда я карты раскладываю, это как свет идет. О, что-то еще на пасашок. На пасашок колесница. Вы знаете, колесница – это противоположность карте повешенной. И карта колесницы часто говорит о том, не торопись. Сильно быстрое движение может спровоцировать этих сфинксов, это метафорично ваши мысли, да, уйти в разные стороны, и вас расщепит так ваш мозг. Это очень опасно, когда один сфинкс в одну сторону, другой в другую. Противоречивое мышление. Когда мы торопимся, наше мышление очень запутанное, даже больное, может быть. Не нужно никогда торопиться, а всегда нужно обдумать, вот как по повешенному. Эта карта предупредительная. Не торопись, ни в коем случае. Кстати, тоже, видите, двойное лидерство. Нумерология лучше всего по-римски. Двойное лидерство, как дважды двойка, как на карте метла. И пентаграмма. А пентаграмма – это рука. Видите, колесничий держит в руках символы власти. Он держит свою колесницу, он сдерживает свои мысли, он сдерживает свои порывы, он сдерживает свой мозг, чтобы мозг не загнал его, потому что такой замученный мозг, он очень быстро думает и устает. И это очень опасно. Мозг можно сжечь. Так что сдерживает этих сфинксов, этих лошадей своих мыслей. И руками это все можно сделать, пентаграмму. В общем, здесь столько всего, что запаковано, что я могу и говорить, и говорить, и говорить, друзья мои. Сейчас, дорогие друзья, я буду брать 2 карты на субботу, и мы посмотрим, чего ожидать от текущего дня. А я начинаю. 1 карта на субботу. Карта якорь. Великолепнейшая карта. Якорь говорит, конечно же, о том, что вы найдете возможность добиться стабильности. Здесь стабильность и в профессии, и стабильность в любви.
Может, плохо видно якорь. Обычно, когда я там выставляю, и здесь тоже плохо видно. Поэтому вот так покажу вам. Видите, какой якорь? И здесь ангелами освещается карта. Это те ангельские силы, которые сейчас работают именно, видите, для вас, потому что это такая грань между водой и землей. У всех есть стихии вода и земля, у всех людей. И вот эта грань, так же точно как и горизонт, очень важная, потому что горизонт – это грань между водой и воздухом, да? И все это вместе, 3 стихии. И здесь мы видим, что есть стабильность в эмоциях, в земных делах и в мыслях есть стабильность. Пиковая масть говорит о том, что 9 пик, о том, что вы уже прошли 9 кругов каких-то сложностей. 9 – это завершительный номер. У вас все будет замечательно, потому что вы уже вынесли опыт из каких-то сложностей. У вас все будет просто очень хорошо. Это карта исполнения желаний, когда мы хотим для себя успешных финансов, успешных отношений, когда мы хотим для себя какой-то стабильности, в смысле, где мы живем, да, какого-то успешного дома, в дом, в котором есть порядок, в дом, в котором есть взаимопонимание. Здесь мы можем сказать, что вот мужчина бросил якорь, да, мы говорим, то есть мужчина вас выбрал, если вы в отношениях, еще не женаты. Или если вы в отношениях и у вас есть непонятки, качели, здесь вот вы достигнете взаимопонимания. Эта карта говорит о том, что если была какая-то прокрастинация или лень, я хочу сказать, что в мире нет такого понятия лень. Это не симптом лень. Лень – это когда человек просто уже много раз ему не везло, и он просто не надеется ни на что, да? Когда мозг устал, когда тело не получает достаточного питания или нет режима достаточного дня, тогда идет прокрастинация. Такого понятия лень не бывает. Нет ленивых людей. Но так как в природе нет ничего ленивого, цветок же не говорит: я сегодня не буду расцветать, мне сегодня лень. Правда? Работает закон Вселенной. И по закону Вселенной нет лени. Если вы посмотрите на 35, что я сейчас делаю, я читаю вам канал номера 8, потому что 3 плюс 5 будет 8. Это номер Сатурна. А это номер, понимаете, именно о лени, о прокрастинации и о собранности, и о ограничениях, и о времени. Теперь время пришло услышать вам, что дерево не говорит: да я сегодня ленюсь стоять, я упаду. Вы знаете, как трудно дереву устоять на месте? Ого, как трудно. Или, например, животное, когда оно голодное, волк, не говорит: да сегодня я не буду охотиться, мне лень. Конечно, нет. Волк охотится, когда он голоден. Да? И когда человек прокрастинирует или ленится, вступает в помощь Сатурн. И в нумерологии это номер 8. И говорит: ты наполняешься энергией, и не думай о том, что у тебя вчера не получилось. Знай, что новый день и новое дело, которое ты делаешь, принесет стабильность. И лень сразу уходит. И у вас появляется желание, вы берете себя в руки и делаете то, что нужно. Это как раз ипостасия Сатурна. Делайте все, что нужно, и у вас будет великолепный результат. Ваш труд окупится, это 100%. Это такое состояние, якорь, когда вы уверены в завтрашнем дне. Когда у вас есть привычка, да, потому что якорь – это привычка планомерной жизни. Вот и все. Но лень это тоже может быть привязанность к прошлому. Поэтому эта карта может иметь негативное содержание, то есть дать вам предупреждение. Негативные карты неплохие. Якорь – это позитивная карта. Но в каждой позитивной карте тоже может быть предупреждение. Итак, в этом случае не привязывайтесь к прошлому, да? Привязывайтесь к сегодняшнему дню, к здесь и сейчас. Как узнать, что вы в прошлом? Когда мы думаем, мы в прошлом или в будущем. А когда мы делаем, мы в здесь и сейчас. Так что вот маленький намек. События будут у вас стабильные, финансы стабильные, отношения стабильные. И эта карта говорит, что есть надежда. Есть надежда, что будет у вас все прекрасно. Якорь прежде всего дает надежду. Надежда нужна, чтобы с мертвой точки оттолкнуться и действовать. Да? Привязанность к чему? Вот вы спросите, потому что якорь – это символ привязанности. К чему вы привязываетесь? К здесь и сейчас или к прошлому? Или к будущему, которого еще нет? Спросите себя, к чему вы привязываетесь, потому что привязываться можно ко всему, к разному, и хорошему, и плохому. Есть плохие привязки.
Поэтому карта якорь может указать вам на то, что можно избавиться от плохих привязок. Это плохие мысли или какие-то привязанности там, к сахару, к алкоголю и так далее. И эта карта даст вам устойчивость, даст вам стабильность, чтобы избавиться от каких-то плохих привязок и добиться для себя успеха. В общем, вы сами знаете, что стабильность вам нужна, и стабильность у вас обязательно будет. Я вам по этой карте просто гарантирую. Давайте посмотрим, мои дорогие, что скажет Таро. Я, наверное, слишком долго говорю, но все же по делу, по теме, да. Карты только прямые в этих рамках я разглядываю для вас. И это 4 меча. С одной стороны, вы скажете, ну да, я правильно делаю, потому что я не тороплюсь, я обдумываю каждый шаг. В принципе, да. Но ведь здесь речь тоже о стабильности идет, да, 4. Вы знаете, 8 и 4. Вы слишком много ждете. Я уже говорила здесь о прокрастинации, да. Слишком долго ждете. Если вы слишком долго ждете, вот эти мечи могут упасть. Не нужно ждать долго, нужно, в моменте жить, да. Здесь вы сложили оружие, это правильно сделали, если была ссора, ничего не докажешь никому. Но иногда так бывает, что мы слишком долго задержались в таком ощущении, что я не знаю, что делать, я подожду, я пока все поразмыслю. Слишком долго мыслить, иногда получается, что мысль идет одна за другой, а толку нет в этом. Окей, мысль пришла, спросите у себя, могу я что-то сделать по этой мысли или нет? Если можете, встаньте и делайте. Долго не ждите по этой карте, потому что может быть опасно, да? Если долго будете ждать, может быть опасно. Вы знаете, чего это касается. Например, долго не говорите своему мужчине, что вам не нравится в том, что он делает. В доме, в бытовом плане или какой-то личностном плане. И чем дольше вы ждете, тем хуже. Потому что он привыкает, для него это все нормально, а вдруг у вас буря. Вы так в сердцах сказали, потому что долго копилось. Скажите мягко. Да, можно сказать, мне не нравится, когда вот ты это делаешь, можем мы как-то по-другому это сделать. Или, например, на работе вам что-то не нравится, а вы долго терпите. У вас есть шанс поменять работу на лучшую или же не делать то, чего от вас требуют, потому что вам за это, например, не платят. Или вы долго ждете перед тем, как сказать матери, что она нечестно к вам относится по отношению к вам и сестре или брату, да? И все, сказать это мягко, и тогда мать будет понимать, почему вы так вот себя ведете. Без всякой обид. Потому что наши обиды другим людям, к сожалению, непонятны. Вот такая вещь. Когда они нас не понимают, мы обижаемся. Когда мы им предъявляем наши обиды, они не понимают, мы обижаемся. А на самом деле наши обиды другим людям непонятны. Это наш мир, да. Мир другого – это всегда потемки. Другой человек всегда препятствие. Кто-то из знаменитых модельеров сказал, other people are always obstacles. То есть другие люди всегда препятствия. И здесь, конечно, правда в этом есть. 3 человека могут вам навредить, если вы будете долго ждать. Если вы не будете, не то чтобы держать удар или делать ответный удар. Я сказала бы защищаться. А защищаться как можно? Просто уйти. Сказать, что это люди не моего покроя. Это люди не моего стандарта. Да, эти люди мне посылают негатив. Ведь сущности, подселенцы – это все народное название, на самом деле об одном и том же, о негативе, который могут послать другие люди. Избавиться легко, не бояться, у вас же есть меч, то есть у вас есть инструмент защиты. Чего вам бояться? Вам некого бояться. Вы можете встать, уйти и искать для себя другое общество, другую поддерживающую среду. Но начинать нужно поддерживать себя изнутри самому. Потому что вот эту работу за вас никто не сделает. И эта работа самая приятная, когда мы себе даем внутреннее ощущение, что вы не привязаны ни к чему. Как бы вам удобно не было здесь лежать, это опасно. Вообще долго лежать всегда опасно, да? Нужно встать, что-то делать. Поскольку тело нуждается в обмене крови. Кровь движется только тогда, когда человек активен. И долго быть в состоянии, например, обиды или же abusive relationship, когда вас обижают, нельзя быть. Нужно искать выход, и выход всегда есть, если захотеть. Почти всегда, другими словами. Иногда, конечно, более сложная ситуация, но и там выход есть, конечно. У вас, во всяком случае, по этой карте выход точно будет. Я это вижу, и поэтому это говорю. То есть здесь ищите выход, не ждите.
Хотя якорь показывает стабильность, но стабильность в движении. Не забываем, что Земля движется, не помню, по-моему, там миллионы миль за 1 секунду. Это потрясающе, можно это Google. Но мы не чувствуем этого движения. Покой в бесконечном движении. Об этом вообще вся жизнь. Жизнь – это перемены. Это найти покой в бесконечном движении. Не стремиться к абсолютному покою. Потому что абсолютный покой не бывает. Там, где абсолютный покой, там жизни, конечно, нет. Вот такие рекомендации вам дали карты. Сейчас, друзья, мы посмотрим на воскресенье, что готовит вам день. Вначале я возьму карту Таро, а потом еще и Ленорман. Вы можете, кстати, задать свой вопрос, то, что вас волнует больше всего, и вы точно, непременно по своему вопросу получите подсказку. Это гарантия. Только прямые смотрю в этих рамках. Но можно и подумать про перевернутую тоже. Это паж меча. Если он в прямом движении, вам нужно быть активнее в том, что сейчас перед вами. Вы мало активны, потому что у вас много страха, вы боитесь, что не получится, что кто-то осудит, и сил не хватит и так далее. Если карта в перевернутом движении, она может говорить для некоторых слушателей, не для всех, но для некоторых, что иногда лишнее слово или неправильное слово, или не вовремя слово может повредить. Или, например, мысль неконструктивная, какая-то вредоносная мысль, которую вы следуете, может вам помешать. Например, мысль, которая придает вашу веру в себя. Это очень важно. А сейчас я пока оставлю эту карту, еще возьму Ленорман, а потом будем с вами разговаривать, да? Что здесь вам карты Ленорман скажут? Сейчас при вас беру, конечно. Это карта ребенок. Карта Ленорман ребенок. Очень сильная карта, потому что именно ребенок показывает вам на то, что новые мысли, они активные. Вот это активность, потому что пажи – это как вальты в игральных картах, да? А вальты говорят о поиске решения. Новые мысли, новые идеи, поиск решения, и обязательно будет результат. Пажи тоже говорят о хлопотах, заботах. Это еще не результат, это еще не перемены, это еще не новости, это поиск решения. И вы сейчас ищете решение того, что перед вами. Вы сейчас находитесь в выигрышном положении, потому что у вас есть молодая энергия. Паж – это всегда молодая энергия поиска. Это открытый ум, так называемый ум новичка. Да, об этом говорят очень многие люди, потому что здесь именно на картах, ведь ребенок тоже новичок, да? Ум новичка. Approach to life – это правильный подход к жизни нового человека, который верит в себя, прежде всего, который видит всю жизнь как попытки, как ребенок. Он упал, встал, упал, встал. Вы не видели детей, которые сказали бы: да я сегодня упал уже 10 раз. Я набил себе 20 синяков на коленках. Я больше не буду пробовать ходить. Где-то видели таких детей? Нет, таких детей не существует. Ребенок чем больше падает, тем больше ему в кайф. И, кстати, я занималась айкидо многие годы. И скажу, что именно, что такое правильное айкидо? Это искусство падать и вставать, да? И именно в этом формируется правильный мышечный тонус, правильный подход к жизни, чтобы... Жизнь – это вот даже движение, даже ходьба. Это, кстати, мы падаем вперед и себя ловим назад, да? В общем, карта ребенок говорит: не бойтесь новому шагу в жизни, не бойтесь попробовать, не бойтесь ошибиться, потому что без ошибок нет успеха. Чем больше ошибок, тем больше успеха. Сколько делал Страдивари своих скрипок плохо, пока сделал хорошо. Сколько этих ноутбукс, таких маленьких записей сделал Бетховен, прежде чем написал вот эту оду радости, да, в 9-ю симфонию. Сколько он сделал ошибок. Это невероятное количество. Сейчас нашли его записи, там тысячи и тысячи исписанных. То есть он вообще человек не был вдохновения, кстати, Бетховен. Он путем труда нашел эту мелодию. К чему я это говорю? Ну, просто хочу вас как бы подтолкнуть к тому, чтобы вы не боялись упасть и встать. А мы, люди, так думаем. Мы видим чужой успех и не знаем их путь.
и думаем, да, у них был легкий путь, а почему-то мне приходится вот так страдать. И отсюда рождается прокрастинация, лень, потому что нет таких понятий лень, нет такого в мире нигде. Это просто неуверенность в себе. Вообще ребенок всегда уверен в себе, он уверен в результате. Так он учится ходить, так он учится говорить, так он учится взаимодействовать с миром. И ребенок – это новое начало, это увидеть все с новой стороны, с нового ключа. Опять же, ум новичка вам потребуется в этот день, и это будет самое лучшее напутствие. Эта карта, ребенок часто говорит о том, что не воспринимайте жизнь слишком серьезно. Да? 1 и 3, намек вам. 1 – это солнце, внутреннее солнце, быть уверенным в своем успехе. А 3 – это Юпитер, расширение возможностей. Это поиск, это рост ваших идей, это рост ваших денежек, это прибавление какой-то в семье, это большая недвижимость, это что-то очень хорошее. А также, знаете, вот это какая-то легкость восприятия, мировосприятия, она же она способствует лучшему здоровью. Это крепкое здоровье, это прекрасный иммунитет. Ребенок развивает иммунитет, когда взаимодействует с миром. Да? То есть это символизирует молодость, получение информации, потому что новичок лучше всего получает информацию. Если мир дает вам информацию, а у вас нет сознания новичка, вы думаете, да, я уже знаю, я это уже слышал. Почему тогда в церкви в миллиардный раз читается то же самое Писание? Потому что каждый человек, который слышит это Писание в 1000-й раз, он его по-новому слышит относительно той ситуации, которая сейчас перед ним. По той же системе работают расклады. Каждый раз я говорю, а вы свою ситуацию понимаете с моими словами. И у всех по-разному это все проигрывается. Всем на пользу, но всем по-разному. Вам нужна легкость, вам нужно получать информацию. И знать, что вся информация, которая придет, из нее можно извлечь пользу обязательно. Нужно доверять себе больше. Ведь ребенок, он доверчивый, да? Но доверять нужно вам себе, а вы себе не доверяете. Это карта ребенок. И, кстати, Паш тоже ребенок. Вас подводит к тому, что нужно доверять себе обязательно. Это новое начинание, новый поиск чего-то, что для вас будет очень важно. Карта говорит о ярких впечатлениях, конечно, яркие впечатления молодости, когда гормональный фон хороший, хочется жить, жизнеутверждающая сила есть. В общем, такой радостный день, яркий. И также это настраивать себя на хорошее. Дух новизны, дух радости, восторженности и естественный прилив энергии. Вот этот день, естественный прилив энергии. Самое главное, пожалуй, в этом заключается. Также вы видите меч. Меч имеет две стороны. Созидательная сторона – это когда мы говорим: не трожь, не прикасайся, это мое, я защищаю. Да? А есть и отрицательная сторона, когда человек боится, и тогда использует меч. Но страхи у нас часто ментальные, у нас за нами уже мамонты не гонятся, да? И эти ментальные страхи – это наши внутренние страхи, которые нужно побеждать тем, что настраивать свой мозг на позитивное, конструктивное видение жизни. Негативные люди, которые хотят вам повредить, они выражаются в этом мече. Это часто те люди, которые хотят вам навязать мысль о том, что мир опасный, мир страшный, что вы ничего не сможете. Опять же, я говорю, это часто выражается в том, что когда мы видим сейчас такое творится, это информационный такой мусор, когда мы видим Инстаграм этих успешных личностей. И на самом деле все вот эти люди самые успешные, которые показывают вам Шанель крупным планом написано, и сзади какая-то ривьера, и волосы развиваются, и в глазах лучики. Очень часто это несчастные люди, обесточенные. Она взяла эту секунду, минуту, или я не знаю сколько там, чтобы себе вот это вот все показать, а вы думаете, что ей так легко жить. А потом она 2 недели где-то отходит у себя, не знаю, в жутких муках, да, после того, что вот это она вам минуту показала. То есть, другими словами, чужая душа потемки. И мы не знаем, как человек пришел к этому успеху. И вообще, успех ли это? Как часто я вижу богатых людей, которые имеют внутренние страхи, ого, еще посильнее, чем люди неимущие. Часто неимущие люди, которые имеют прекрасные социальные связи, которым интересно жить,
они здоровее тех, у которых все вроде есть, но им не к чему стремиться. И от этого страдает мозг, и эмоции плохие, и у человека вроде есть деньги, но счастье за деньги не купишь. Счастье – это состояние. И здесь именно карта ребенка показывает, что счастье – это состояние вот этой наивности, этой легкости, этой свежести восприятия жизни, этого интереса к миру. Именно интерес к миру. Здесь 13 – это 1 плюс 3, 1 плюс 3 – 4. И 4 очень важное число, потому что в нумерологии 4 – это символ Урана, нового Солнца. Уран – это новое Солнце. То есть новое что-то, да? Не зря же здесь 13 число. Начинать что-то новое, новые практики для себя, для физического тела, для ума. Новый подход к жизни, новую информацию, которую вы получите. Вот эта информация, которую вы получите, поможет вам достичь какой-то финансовой безопасности и свободы. Новая информация поможет вам достичь того, что вы хотите для себя в быту, в любви, в родственных, в соседских связях, в профессиональной деятельности. В общем, замечательный расклад. Я очень счастлива это все видеть, и я знаю точно, что этот расклад вам поможет, если вы ему позволите. Сколько здесь было важной для вас информации, да, дорогие мои друзья? Вот так. Вот такая замечательная неделя. Получилось намного длиннее, чем я рассчитывала. Иногда карты раскрываются так. Так что все на пользу, все на успех, все на благополучие. Ставьте лайк. И это очень хорошо, потому что вы выражаете эмоцию. Это для вас полезно. Эмоции нужно выражать. Это хорошо для здоровья. А также, если у вас красным написано «подписаться», вы не подписаны. Подписывайтесь на канал, ведь здесь все для вас. Я вам доказала свою дружбу уже тем, что делаю для вас расклады. Конечно, обоюдная дружба – это выгодно для вас, конечно, полезно. Поэтому подписывайтесь прямо сейчас. Я знаю, что у вас все будет просто замечательно. А еще я знаю, что мы с вами очень скоро и обязательно увидимся.